Как сейчас зарабатывать Юду? Тестировали Adult, да. Тебе нужен сантехник, сейчас купи. Мы конкурируем с сервисными компаниями, мы конкурируем и с досками объявлений, и с рекламой на асфальте. Труднопроизносимое название, которое как бы даже выговорить сложно и правильно прочитать. Вы прибыльны сейчас? Нет. Бизнес-модель любого маркетплейса – это всегда очень низкомаржинальная история. В процессе кризиса у него там выпало несколько зубов. Я не верю в серийное предпринимательство как класс людей. Чувак, это так просто. Все, берись и делай, все, встань, иди, давай, это фигня. У нас порядка 30% заданий выполняются удаленно. Только 20 с небольшим процентов всех людей, которые к нам приходят, они размещают заказ. Чем больше бейджиков, неважно, что там написать, тем больше будет CTR. Как там Юду, пойду поищу ее в App Store. У нас есть целый класс трэшовых историй, это когда предлагают расплатиться сексом за услуги. Он для своей жены, ну или девушки, не знаю, заказал доставку цветов. Вот. Но курьер, который доставлял цветы, он, собственно, подарил еще счастье девушке. Да? Букет доставлен, задание выполнено. Чувак, разбирайтесь сами, мы отзыв менять не будем. Бонусы лучших рекламных сервисов ждут тебя в личном кабинете LeadBeat Бонус. Регистрируйся и начни зарабатывать по-крупному. Линк в описании. В 2019, во второй половине, по сути, года уже, какая главная твоя мотивация, цель? Она не меняется у меня фактически 10 лет. И изначально то, что меня мотивировало заняться бизнесом, бросить военную службу, очень понятную, очень стабильную. И для меня военная служба всегда была некая детская мечта. И основная мотивация моя была вот это все бросить и вступить вообще в неизвестную бездну онлайн-бизнеса в том, что я почувствовал, что интернет – это та среда, которая мне позволит максимально самореализоваться. Когда я познакомился с интернетом, это случилось на 3-м курсе. Это был 2007 год. Мы на кафедре связи проходили интернет как дисциплину. Просто общевводное, как это все устроено, как там информация передается, DNS, сервера и прочее. И меня настолько сильно это вдохновило в том контексте, что я могу не привязываться к какой-то локации, могу, там, не имея офиса, а имея просто ноутбук, через него создавать вот какую-то ценность для людей. И в 2012 такая цель была. В принципе, делать что-то большое, которое касается многих людей, правильно? Делать что-то большое, да, что-то сильно больше тебя. А где здесь деньги? В 2012 году денег хотелось? Нет, денег захотелось сильно позже. Ого. Денег не хотелось, потому что, учитывая, что там молодой 20-летний парень, как бы, который прожил 4 года в казарме. И в целом мой прожиточный минимум, он был, не то что низкий, он был очень неприхотливый, если можно так сказать. И я точно для себя давал отчет, что то, что я делаю, это не про бабло. Что раньше я считал, что денег у меня в моменте должно быть ровно столько, чтобы не думать завтра, где их взять. Сейчас так же? Сейчас нет, завтра оно немножко отодвинулось на пару лет. Насколько? Я думаю, что на пару лет, и плюс, если раньше это все-таки... 3-5 или 10? Не-не-не, это там типа 3-5, да, не больше. И то просто потому, что туда добавились какие-то проекты. То есть если раньше деньги для меня это был некий ресурс, который поддерживал мои жизненно необходимые потребности, то сейчас под жизненно необходимыми потребностями я уже понимаю какие-то проекты, которые меня увлекают. Но ты сейчас говоришь только о бизнесе, правильно? Конечно. Просто ты говорил, что как-то смотрел дневники, ты там хотел конкретно iPhone. То есть четко было понятно, что ты хотел iPhone. Да, это... это же мотив. Сейчас есть такая история? Мне всегда казалось, что, давая оценку себе самому 10 лет назад, что я был немножко другой. И вот когда я начал перечитывать свои первые записи, я думал, что когда что мной движет?
И я думал, что я там увижу размышления о том, что уходить из института, либо не уходить. Но Ну, ведь ты же я буду перед мир этим сказал, менять. интернет Мир интересно. менять, да, и буду самореализовываться. На самом деле нет, таких рассуждений тогда не было. Там был конкретный запрос. Я вот хочу купить себе, не знаю, там, iPhone, потом я хочу купить себе там, компьютер. Что из последнего ты не смог себе позволить? Наверное, нет такого, что я себе не могу позволить не в том контексте, что у меня очень много возможностей финансовых нет, а в том, что я осознанно планирую и желаю то, что я могу себе позволить. Так. То есть я точно знаю, там, например, что через какое-то количество времени, там, например, когда у меня появится семья, мне захочется переехать за город. И сейчас я, конечно, не могу себе позволить. Я сейчас не могу пойти там, купить себе дом. Сейчас это и нецелесообразно, и у меня нет на это ресурсов. Но вот в неком плане расходов это есть. Чтобы принять решение, мне очень важно там, протестировать это, как в интернет-маркетинге, сделать некий АБ-тест, пожить в разных районах, поснимать, да, потому что я точно не тот человек, кто вот захотел, импульсивно купил, а потом ты понимаешь, что район не тот, а вроде бы как-то владеть пассивом это не совсем правильно. Чтобы закрыть тему с дневником, ты продолжаешь его вести? Обязательно. Я ушел от того, когда ты себе конкретно ставишь какую-то цель, мне нужно там столько-то заработать, мне нужно столько там посетить стран, выучить новых слов. Нет. Не делаешь так? Я так не делаю. А скажи, вот если они не в цифрах, то что там, например? Можешь вспомнить последние недели? Что ты написал? Это там съездить домой к юбилею, к маме, вот так купить ей что-то, посетить какое-то мероприятие. Бизнес-модель. Давай, как сейчас зарабатывает Юду? Юду сейчас зарабатывает в 3 направлениях. Направление первое – это так называемая модель подписки. Да, подписочная, когда исполнитель платит какую-то стоимость за какой-то период времени пользования сайтом, сервисом в определенной категории. Например, я курьер, и я на месяц покупаю доступ к категории курьерские услуги, и я вижу все задания, безлимитный доступ. И могу на каждой из них оставлять свое предложение. Есть другая модель подписки, которую мы тоже называем подписочной. Она с ограничением по времени и по количеству бидов. То есть ты можешь купить на 2 недели доступ, но туда будет входить не безлимитное количество откликов, а, например, 40 штук. Это будет стоить дешевле, но ты можешь их потратить, например, за 1 день. Либо, если у тебя остается после 2 недель какой-то остаток, то он сгорает. И третье направление – это биды разовые, когда ты просто закидываешь на свой счет какую-то сумму денег и оставляешь разовые отклики. Это с точки зрения стоимости за отклик, это самая дорогая для исполнителя модель, но она удобна тем, что если ты уже прокачал свой аккаунт, у тебя высокий рейтинг, и, например, ты точно знаешь, что тебя выбирают, ты оставляешь 2-3 отклика, и 1 раз тебя выбирают. То есть стоимость одного клиента, которого ты привлек через Юду, это 1 бит, умноженный на 3 или на 4. И получается, что стоимость привлечения клиента у исполнителей, которые имеют очень высокий рейтинг и отзывы, и которые сидят на модели бидов, она самая выгодная. Она менее выгодна для нас, как для сервиса, но она самая выгодна для исполнителя. Но с поправкой, что для исполнителя, который уже является топом, то есть он, например, может входить в топ-100 исполнителей данной категории. С новичками такая история не идет. То есть у новичков, как правило, паттерн... Просто не видно. Паттерн такой, что ты покупаешь дорогой пакет, ты безлимитно откликаешься почти на все задания, которые ты готов выбрать. Тебя и 1 раз из 10 или 20 откликов выберут. Скорее всего, и то потому, что ты просто предлагал сильно ниже цены, демпинговал, либо какие-то дополнительные услуги готов был оказать бесплатно, либо быстрее всех приехать. В общем, как-то ты умудрился привлечь внимание заказчика, который почему-то выбрал не ребят, у которых сотни отзывов, а новичка, у которого 0 отзывов. И вот только заработав первые 10, 20, 30 отзывов, ты постепенно начинаешь переходить в когорту тех исполнителей, которые уже сидят на бидовой модели. Плюс есть разные экспериментальное направление, у нас есть B2B направление. У нас B2B направление – это когда мы сотрудничаем с банками, со страховыми компаниями, с которыми делаем совместные продукты, либо рекламное направление, когда мы
предоставляем наших исполнителей в качестве амбассадоров крупным компаниям. У нас из сегментов MCG огромные спецпроекты проходили с Unilever, с Calgon, с производителями бытовой техники, спецпроекты с DIY-ритейлерами, типа как с IKEA. Это история, которой я, наверное, больше всего горжусь, как достижение за прошлый год. Она не коммерческая, мы ничего не заработали, но во всех икеях страны, когда вы заходите, вы видите на столбиках, на каких-то промо-материалах, на стойках с заказом услуг, на тележках, на парковках. Все икеи, они по-разному нас брендируют. Месседж, что иногда нам бывает некогда, поэтому вы можете заказать сборку, доставку мебели через Юду. Вы им не платили, и они вам не платили? Да, это некоммерческая история, которая Икея позволяет реагировать на новую потребительскую модель, которая заключается в том, что заказчики, которых Uber-подобные сервисы очень сильно избаловали, потому что мы уже не хотим подстраиваться под таймспоты магазина. Притом несколько таймспотов, вот доставку мы сделаем вам завтра с 19 до 20, а через 2 дня приедут сборщики, и вот выберите, пожалуйста, с 13 до 16, либо с 22 до 23. И получается очень странно, что я как заказчик, который в экосистему заносит деньги, должен подстраиваться под ваши бизнес-процессы. Это очень странно. И Икея 2 года или 3 года назад, американская Икея, она купила нашего главного конкурента. Ну, не главного конкурента, а скорее некий прообраз, на котором очень сильно смотрели, когда мы запускали еду. Это сервис TaskRabbit. И как раз-таки они купили их, потому что у них порядка 30% всех заказов было связано так или иначе с мебелью Икеи, и вот они таким образом отреагировали на изменения новой модели потребления, потому что Икее пока сложно on-demand оказывать услуги, что доставим через час, и сразу же сборщики приедут. Это огромное количество бизнес-процессов, которые нужно перестроить, и огромное количество денег. И вот таким образом в Америке через покупку, а в России через партнерство Икея тоже на этом рынке экспериментирует. Я в одном из летних выпусков рассказывал вам о платформе по размещению пресс-релизов, нативной рекламы и рекламных статей PR News.io. В этой услуге, пожалуй, главную ценность имеет база. Точнее, ее размер, или другими словами, выбор, который предоставляет для вас платформа. Итак, что по состоянию на сейчас есть у PR News? 149 стран и 64 языка, 17 472 издания. А в режиме Pro более 18,5 тысяч изданий. Что такое режим Pro? Узнавайте у саппорта и просите дисконт 50% от .g. Размещаться можно с любым бюджетом, ведь стартует цена за площадку всего с $7. Кстати, если у вас маркетинговое агентство или диджитал-услуги, то кроме крутого продукта для своих клиентов, вы можете получать большой кэшбэк на аккаунт от каждой сделки. А в одной из следующих интеграций я расскажу, как мы в точке пушим СМИ о нашем ивенте с помощью PR News. Не медлите, бегите по ссылке на prnews.io в описании, и я вам по традиции желаю полезного и приятного просмотра дальше. И у вас там есть бейджи, я видел, возле исполнителей, типа учился у наших партнеров. Компания Domestos отобрала там 100 самых классных клинеров с самым высоким рейтингом на Юду. Пригласила их на несколько обучающих семинаров. Раздали им бесплатные наборы химии там, на полгода. Взамен исполнители получили специальные бейджики, что они прошли обучение от компании Domestos, они теперь могут там дезинфицировать и объяснять вам, там, чем щелочные средства отличаются от каких-то других. Да, я понял. В этом моменте вы как самый важный момент. Но взамен исполнитель, оказывая услугу на Юду, должен был бесплатно провести диагностику, провести обработку этим Domestos'ом санузла бесплатно. Но мы ему давали бейджик. И исполнители, которые имеют бейджик о том, что он мастер уборки от компании Domestos, у них увеличивается конверсия в выбор, то есть их чаще выбирают. Из-за того, что CTR лучше, из-за того, что бейджик, что как бы вроде человек какое-то обучение прошел, бейджик. В конце концов, с точки зрения маркетинга, да, чем больше бейджиков, неважно, что там написать, тем больше будет CTR. Всегда. Даже если там будет написана какая-то ерунда. Даже если ничего не будет написано, просто будет картинка. Плюс заказчик при создании задания внизу видел анонс, что если вы выберете исполнителем
вашего задания исполнителя с этим бейджиком, он бесплатно сделает вам подарок. В этом моменте вы где зарабатываете? Мы зарабатываем на рекламном контракте с компанией. С производителем, соответственно. Да. Это большие контракты какие-то, да, и разовые какие-то? То есть это только разовая история? Это разовые истории, но они очень длинные, например, на год. У нас ограниченное количество категорий, в которых мы можем пустить одну из компаний. Например, в категорию уборка это может быть одна компания, FMCG. В категории ремонт мы можем в каждой подкатегории пускать каких-то брендов, например, кровля это компания Технониколь. Да, Рыбаков. Да? Сантехника это компания Гро и так далее. Но вы не делаете, чтобы они там батлились? Нет. Это принципиальная позиция, это прописывается в контракте, что есть некий период эксклюзива, когда мы не пускаем конкурентов, и либо мы прописываем категории, в какие эти конкуренты могут заходить, если у них есть какой-то... Окей, это четвертый, получается, revenue stream, правильно? Это отдельное направление, да, а еще есть направление... еще не все? Я просто... Нет, их всего 3. Просто первое, то, что я описал, это некая сервисная выручка, которая состоит из 3 моделей еще? Да. Окей. Второе направление – это B2B история. И третье направление, но самое молодое и самое сложное, у нас называется «Сделка без риска». Оно не совсем про монетизацию, хотя мы на нем зарабатываем. Оно в целом больше про качество, про безопасность, про страховки. Ретеншн, типа чтобы? Да, это когда заказчик может оплатить услугу через Юду, и Юду будет являться неким гарантом того, что он точно вернет деньги назад в случае, если что-то пойдет не так. Плюс ответственность исполнителя в этом задании будет застрахована на определенную сумму, поэтому если клинер разбил вазочку, то вы можете не переживать и не качать с клинером, мы все возместим. И то же самое для исполнителя. Есть стопроцентная гарантия, что если он оказал услугу, а, например, заказчик не отвечает, не оплачивает, либо какие-то проблемы, деньги будут оплачены. Это в ряде категорий это очень важно. Например, в тех категориях, где заказчик и исполнитель лично не могут коммуницировать, у нас порядка 30% заданий выполняются удаленно. Там мы зарабатываем порядка 10% от транзакции. Но это направление, из всех, про которые я говорил, оно для нас самое важное, потому что оно для нас открывает 2 стратегически более крупных направления, более важных. Первое – это end-to-end. В нашем случае end-to-end – это когда мы сразу же предоставляем исполнителя. Это порядка 30% услуг на Юду – это услуги, которые можно типизировать. Очень понятно, очень конкретно, где мы точно знаем, сколько это стоит. Для ряда заказчиков при создании задания Юду все-таки кажется сложным продуктом, просто потому что нужно... это сложнее, чем взять телефон и позвонить. Только 20 с небольшим процентов всех людей, которые к нам приходят, они размещают заказ. И для меня это самая катастрофически важная и негативная метрика, потому что я понимаю, что для 70-80% пользователей мы пока либо слишком сложные, либо у них пока нет для нас заданий. Но, скорее всего, эти 20% важно уточнить, они отваливаются на этапе заявки? Или просто те, которые приходят на сайт? Нет, это люди, которые зарегистрировались, которые скачали наше приложение. Которые уже зарегистрированы. Да, потому что без регистрации в нашем приложении особо делать нечего. И когда мы их каздевим и спрашиваем, почему, у них позиция, что для меня спокойно, если в моем телефоне есть приложение, некий помощник, я точно знаю, что рано или поздно что-то случится, у меня что-нибудь сломается, прорвет трубу, и я не буду бегать, звонить знакомым, спрашивать, где. Я знаю, что у меня там было какое-то приложение. Такие спящие юзеры. Да. Но у нас гипотеза, что мы можем еще несколько десятков процентов этих спящих людей разбудить раньше, просто если будем стремиться в сторону one-click механик. Понятно, что не все задания, конечно, ты можешь автоматизировать. И в этом у маркетплейса огромное преимущество, потому что ни один end-to-end сервис никогда не выполнит заказ, например, снять кошку с дерева. Вот это мне к кому идти, да? Поэтому мы оцениваем, что только порядка 30-40% из всех заданий, которые есть сейчас у нас, мы можем типизировать и предложить. Это очень важно. Не обязать, а предложить заказчику возможность заказать услугу в один клик. Когда мы сами выберем за него, как нам кажется, подходящего исполнителя, отправим его,
по заранее согласованной цене SLA, и заказчик будет защищен с точки зрения гарантии безопасности, оплаты и страховки точно так же, как если бы он делал заказ на маркетплейсе через сделку без риска. И вот это для нас такой самый большой челлендж ближайшего года. В чем история? Вы тут подписываете людей априори сразу же на сделку без риска, то есть вот этот процент растет, правильно? Плюс конверсия должна расти из-за того, что людям проще, правильно? Детские цели. Тут очень много value. Во-первых, таким образом мы можем лучше утилизировать исполнителей. Ведь основная проблема исполнителей сейчас в том, что, например, один клинер может в день делать максимум 3 поддерживающие уборки. Если это генеральные уборки, то вообще 1-2. Во многом потому, что ему приходится передвигаться в разных районах, либо у него начинают происходить наслоения, и он очень плохо рассчитывает свое время. Поэтому большинство клинеров, которые убираются у нас, у них один заказ, один день. Мы понимаем, что мы можем гораздо лучше спланировать время клинера и сделать так, чтобы за, условно, 8 часов он смог провести 3 уборки. 3 поддерживающие уборки – это будет 3 соседних здания. И суммарно исполнитель, потратив такое же количество времени, он получит больше денег. И мы получим больше денег. Это все завязано на геолокацию больше, правильно? Это, да. В первую очередь из-за того, что дорога. Да. Окей, идем дальше. В большей степени, да. Второй момент. Только контроль транзакции дает нам возможность списывать комиссию. Основная проблема, которая была у нас при запуске, когда мы запустились, изначально Юду брал комиссию. В том, что мы брали ее на доверие. Вот сколько заказчик и исполнитель при написании отзыва написали, столько мы списали со счета исполнителя. Поэтому задание, которое, например, выполнялось за 10 тысяч рублей, оно при закрытии... На 1000. Да, на 1000. И, к сожалению, у нас не получилось за несколько лет эту ситуацию исправить, потому что ты был вынужден либо добавлять колл-центр, добавлять людей, которые контролируют каждый этап заказа, начиная с того этапа, когда заказчик выбрал исполнителя, и дальше мы каждый день звоним, как у вас дела? У вас какие-то алерты срабатывали на отдельные заказы, правильно? Да, для разных категорий, например, если это курьеры, то там в среднее время доставки по Москве 50 минут, а если это какая-то отделочная работа, то там может быть несколько месяцев. Но в курьерах очень сложно, средний чек 600 рублей. То есть там-то как раз не было проблем, потому что там все понятно. А например, когда ты видишь заказ на несколько сотен тысяч рублей, и ты понимаешь, что заказчик выбрал исполнителя и даже прозвонил изначально, и тебе подтвердили, да, мы начинаем работать, мы приступили к осмечиванию, то потом, когда ты уже свел заказчика и исполнителя, твоя ценность теряется, особенно если они нашли общий язык. Мотивация заказчика не сэкономить себе условно 10%, если исполнитель ему говорит, слушай, давай мы... Поделим. Давай мы, пошерим, я тебе даю скидос, а ты скажешь, что я тебе сделал смету, и дальше ты передумал, или ты нашел других подрядчиков. И в итоге заплатил мне не 100 тысяч, а, например, 1000 рублей. Нам привлечь заказчика в крупную стройку стоит сильно больше 1000 рублей. И сколько, можешь сказать? Мы закупаем только мобайл, мы вообще не закупаем веб, если это не какие-то охватные компании. У нас все категории стоят сильно ниже 1000 рублей. Окей, сразу уточняющие вопросы по всему, что мы обсудили. Первое, эта one-click история с заказами уже тестируется? Да, конечно. Отлично. Момент про трафик, ты говоришь, закупаете только мобайл. На вебе я тоже смотрю, там под 100 тысяч, даже больше, по-моему. Это в основном органика и SEO. SEO там очень много. По-моему, больше 50%. Не, SEO у нас как раз-таки доля SEO очень небольшая, потому что мы попали 2 года назад под Минусинск Яндекса, и мы почти целый год... Similar Web, у вас там 50% search. Это неправильно? Нет, это неправильно. А у Минусинск? нас не больше 30% нового поисковика, а доля Яндекса, она вообще порядка 10-15%. А почему не пробовали решить? Как-то решили, и через 8 или 9 месяцев вопрос решился. Мы от наших прогнозов, к которым мы должны были прийти, мы очень сильно отстали. А SEO для нас первые
2-3 года это был вообще основной источник трафика, потому что, у меня бэкграунд SEO-шный, и как бы SEO это, наверное, самый выгодный с точки зрения там, CPC до сих пор. Долгосрочную 100%. Да. Плюс, учитывая то, что мы маркетплейс, у нас много контента, у нас много UGC-контента, и нам достаточно недорого он выходил, поэтому SEO мы делали... Мы SEO начали делать еще до запуска. То есть у нас еще не были запущены какие-то отдельные категории, но мы уже под них пилили SEO-лендинги, разрабатывали структуру, и у нас уже трафик появлялся там раньше, чем фактические заказчики. И сейчас мы по такому же принципу запускаем регионы. 4 revenue стрима, которые сейчас главные. Давай в процентах в выручке. Сервисно порядка 85, наверное, процентов. Даже так? 80, я думаю, да. Вот. Около 10 B2B? B2B и 10 это транзакционная модель. Окей. Выручку раскрываете? Мы называем GMV. Сколько через вас проходит денег? Да, для маркетплейсов. Сколько через вас проходит денег? Около миллиарда в месяц. Сейчас миллиард рублей в месяц. Да. Вы прибыльны сейчас? Нет. Когда планируете быть? 2020 год, конец 2020 года. Окей. Давай по цифрам еще. Количество сотрудников? Что-то в районе 200. Не до одного человека. Что-то в районе 200. Окей. 200, Офисы? Москва, где мы сейчас находимся, и Казань. Там разработка, там бэкэнд, фронтенд, QA, там около сейчас 15 человек. Ну и плюс команда SEO, первая команда SEO, она тоже была из Казани. А сколько разработчиков из 200 человек? А у нас примерно 50 на 50. А все остальное – это маркетинг, это операционные функции, бухгалтерия, юристы. Продажники вам в чистом виде не нужны, наверное. А у нас нет. У нас есть B2B направление, да, там 3 человека. То давай средний чек или количество заказов. Можно? Средний чек везде разный. Он между категориями. От 600 рублей, там, 600, лучше количество транзакций, если можно. 7-8 тысяч ежедневно заданий. Окей. Которые проходят через вас деньгами. Да. Вот так, да, окей. Да. Это за вычетом удаленных, которые не прошли модерацию, дубли там, и так далее. То есть реальные транзакции, 7-8. Да. Супер. Скажи максимальный тогда чек. Я понимаю, что по разных категориях, ты должен помнить максимальный чек. По несколько миллионов рублей, это ремонт квартир. Это стройка. У нас сейчас и появилось возведение домов. И люди готовы отдавать процент за то, чтобы через вас... Не, конечно, это не через сделку без риска делается. В сделке без риска максимальный порог 150 тысяч рублей. Сделка без риска – это с точки зрения юридической и технической, это продукт, который к ЮДу не имеет прямого отношения. Это некая платежная система, отдельно платежная система, в рамках которых проходят все платежи от заказчика. То есть заказчик депонирует какие-то деньги в этой платежной системе поступают на некий транзитный счет, на котором они блокируются. Да. А дальше по итогам выполнения либо невыполнения они либо возвращаются обратно, либо переводятся на счет, на заранее созданный в системе счет исполнителя. И ЮДу только влияет на принятие решения. То есть от ЮДу платежная система получает окей либо в одну сторону, либо в другую сторону. Это было сделано специально, чтобы нам не стать налоговым агентом, во-первых, потому что как только ты, будучи юрлицом, начинаешь выплачивать на счета физлиц 90 плюс процентов наших исполнителей – это физические лица, ты становишься их налоговым агентом по нашему законодательству. Как минимум ты должен заплатить НДФЛ, а как максимум, если к тебе определенные органы присмотрятся, они могут переквалифицировать твои взаимоотношения с исполнителем из условно-информационных в трудовые. И еще и сказать, что раз исполнитель у вас полностью работает, и вы для него основной источник его дохода, то давайте-ка мы обсудим, чтобы вы еще заплатили социальные, пенсионные, страховые взносы. А это суммарно на круг получается 43%. А как ты понимаешь, при маржинальности моего бизнеса сильно ниже 10%, да, там в разных категориях, никаких 43%, даже 13%, если я накидываю, они в любом случае попадут на заказчика, экономика работать не будет. Не знаю, слышал или нет, у нас в начале этого года был принят закон о самозанятых, ввели отдельный налоговый режим, как раз-таки для абсолютного большинства исполнителей, наших исполнителей, которые подходят. Благодаря этому закону мы сейчас можем делать выплаты физлицам не через сделки без риска и платежно-сторонней системы, а напрямую, потому что налог
транзакционный налог начинается от 4%, если исполнитель самозанятый оказал услугу физическому лицу, и 6%, если он оказал услугу юрлицу. А сейчас мы готовы стать налоговым агентом, просто потому что мы можем в нашу бизнес-модель заложить 4%, вот, и уже делать более качественные продукты, потому что сейчас функционал сделки без риска, конечно, очень ограниченный, как раз-таки по той причине, что это не наша инфраструктура. Вы там сможете сделать больше максималку? Мы там может быть любая максималка, то есть вообще ее там может не быть. Мы можем делать разные сплит-платежи, потому что одна из проблем, когда ты уходишь в заказ, если это чем выше чек, тем больше там этапов, потому что зачастую на старте невозможно сказать, сколько это будет стоить. И, например, в ремонте очень часто используется такая поэтапная оплата, когда ты задепонировал деньги за первый этап, его принял, исполнитель приступает ко второму. Либо наоборот, когда изначально оценили объем в 10 тысяч рублей, исполнитель приехал, сказал, что здесь вот лучше выбросите ваш компьютер, потому что чинить его будет дороже, вот, и оказал какую-то другую услугу на 1000 рублей. И мы сейчас банально даже не можем эти 10 тысяч рублей расплитить и 1000 вернуть, перевести исполнителю. Просто, да? Да, и вот какие-то базовые, абсолютно простые вещи, которые в такси, например, работают по умолчанию, или досписать что-то, или что-то убрать, или разделить на этапы, чтобы заказчик мог подтверждать, и не сразу все деньги переходили, мы не можем сделать просто потому, что мы сейчас технологически ограничены, так как это не наше решение. Вы считаете наверняка или нет, опровергни, LTV для и заказчиков, и исполнителей, правильно? Да. Как они отличаются? Можешь сказать? Мы как считаем, вы над этим работаете? Мы не привлекаем исполнителей. То есть мы считаем LTV только по платным каналам, и мы уже несколько лет не привлекаем исполнителей. У нас есть определенные сезонные периоды, когда мы точечно делаем закупки, когда система нам говорит, что, например, среднее количество предложений в этой подкатегории в этом городе снижается, либо процент заданий без предложений в эти сутки ниже какого-то порогового значения. Значит, это что может быть, например? Елку доставить, купить, да, на Новый год? Да, что угодно. Типа такое, да? Да, это много заказов, много исполнителей. Либо... А как вы прогнозируете это? Насчет у нас исторические, конечно. Мы точечно научились докупать, притом автоматизировали этот процесс. Раньше у нас там сидели люди, и как-то пытались все автоматизировать. Где докупаете тогда вопрос? Все, что мы закупаем только в диджитал-каналы мобильные. Все абсолютно... Я думаю, что в интернете не осталось места, где есть мобильный трафик, который мы бы либо не тестировали, либо бы мы не с таких неочевидных источников там или тематик. Тестировали Adult, да. Очень классно там контент-маркетинг заходил, когда ты не продаешь какой-то в лоб баннер, типа, тебе нужен сантехник, сейчас купи нашу услугу, поставь приложение. Это не очевидно для заказчика, потому что мы, в отличие от еды, не очень спонтанная услуга. Да? То есть человек хочет кушать каждый день, и его можно в любое время дня и ночи поймать и заинтересовать. А объяснить человеку, что гипотетически тебе рано или поздно потребуется квартирный переезд, уборка в квартире, доставка цветов, либо ремонт чего-то, очень сложно. Но когда ты рассказываешь некую историю, неважно, например, ты показываешь историю, как какой-то предприниматель делегировал на Юду 80% всех своих офисных процессов, нашел бухгалтера, нашел юриста, уволил штатных курьеров, потому что они у него половину времени сидели в офисе, ничего не делали. И он рассказывает это и говорит о том, что сколько я на этом сэкономил, и ты упаковываешь вот этот некий сторителлинг или видеоинтервью в классный кейс, и потом начинаешь таргетировать на предпринимателей, неважно как, покупая в группах какие-то там пассивные истории, либо просто таргетируя, делая лукалайк или еще что-то. Это очень круто заходит. Притом... Вы в формате и текста, и видео все делаете? Вообще, мы проэкспериментировали, у нас есть блог. Если в него зайти, это уже такое полноценное медиа, потому что там и текстовые, и видео, и спецпроекты. И мы в итоге сделали внутри свой небольшой продакшн, тоже намучившись с аутсорсерами, от которых было очень сложно делать плюс-минус одинаково хорошее качество. В итоге все сделали внутри. Но это не только относится к продакшну, у нас абсолютно все процессы мы делаем. Хотел, кстати, спросить, сотрудников на удаленке нет?
Нет, То есть в Казани вы перенесли? Или у нас есть удаленные сотрудники, которые работают full-time, но при этом мы абсолютно круто относимся к сотрудникам, например, которые там переезжают в другие города, либо не готовы переехать в Москву, но они подходят к нам по там soft, hard скиллам, мы, конечно же, их берем. Кроме продуктов, правильно я так понял? Все-таки, если говорить конкретнее, кого вы не возьмете на удаленку? Продукты 100%, конечно. Кто-то еще? Продукты, аналитики, там, тимлиды. Ну, по сути, все такие, ну, наиболее ключевые позиции, в которых тебе важно коммуницировать. Сколько у вас инсталлов, если помнишь? Миллионы, я сейчас тебе не могу сказать. Можем потом, Да, добавим. потом добавить внизу. Выигрывает, наверное, Android, да? Заказчики нет, исполнители, да. Мы недавно зафиксировали месяц, когда количество исполнителей сравнялось 50 на 50. Ты уже чуть-чуть оговорился, что вы начали SEO-шный трафик добывать еще фактически до релизов чуть ли, да? Расскажи, как это было. Давай лучше расскажу на примере, как мы это сейчас делаем. Да, я просто сразу хочу переложить на новые города. Вот сейчас вы в 5, правильно? Да, вот мы обкатали эту историю как-то давно. Мы, конечно же, там надопускали какое-то огромное количество ошибок. Можно я сейчас скажу, давай Самару берем? Как вы будете туда выходить? В Самаре мы есть. Сори. Вот. Ну, кстати, мы там не включили монетизацию, поэтому вот можем, рассказать на Самаре. Во-первых, мы смотрим, где у нас уже есть пользователи по всем городам, и у нас есть, нет прямой зависимости, что если, например, там, Новосибирск – это 3-й город по количеству населения, а у нас 3-й город – Краснодар. Вот. И мы сначала делаем матрицу, в каких агломерациях у нас уже есть пользователи, и запускаем новые регионы, исходя из этого показателя. Откуда они берутся? От фриланс-заказов. Потому что, как я сказал, 30% заданий – это фриланс-услуги, и у нас в каждом регионе уже есть и заказчики, и исполнители. Вопрос там, что где-то это сотни, где-то это десятки тысяч. Второе. У нас есть определенная структура услуг, которая везде плюс-минус одинаковая. Она немного отличается в регионах, в основном по каким-то либо географическим, либо каким-то социальным факторам. Например, курьеров, так как заказывают в Москве, больше нигде не заказывают. Если в Москве это для нас категория номер 2, а долгое время она была категорией номер 1, которая нас и кормила, и очень хорошо влияла на виралку, то в регионах этой услуги почти нет вообще. Там курьер – это доставщик пиццы и доставщик документов, исключительно такая B2B-шная история. Мы делаем структуру услуг, под которую начинаем готовить так называемые SEO-лендинги, в которых там, найти сантехника, район такой-то в городе Самара, формируется там, автоматически, полуавтоматический мета-описание страниц. И дальше мы наполняем листинг теми исполнителями, которые у нас есть в базе. Не из этого города? Из ближайшего города. То есть нам нужно на листинг вытащить, например, там, 20 человек. Чтобы что-то было. Да, вот. Хорошо, если в Самаре есть 20 сантехников, если их нет, то значит там, таргетинг будет расширяться, там, возможно, даже до соседнего региона. Это очень плохо, потому что поисковикам это не очень нравится. Поэтому... Пользователь не удовлетворен. Типа. И пользователь, конечно. Поэтому листинги для индексации мы открываем только в тот момент, когда мы видим, что они наполнены. И у нас постепенный как бы запуск вот этих SEO листингов происходит по мере наполнения базы исполнителей. Как только мы запустим, это все плюс-минус параллельно происходит, мы начинаем работать с исполнителями. Сейчас нам достаточно просто прийти в Самару, найти там группа, не знаю, какая-нибудь популярная, подслушана в Самаре, и просто сказать: чуваки, поздравляем, Юду скоро появляется, если вы что-то умеете делать руками, регайте здесь. Через несколько месяцев там будут заказы. Для вас первые полгода бесплатно все. У вас есть классная возможность получать и находить клиентов. Если вы хотите узнать, что такое Юду, вот смотрите, в каких городах эта история работает. К Самаре сейчас вернемся. Как вы сделали в 2012, меня интересует. Когда Юду как бренда не было еще. Все то же самое, просто мы начинали с 2 категорий. Мы начали с категории курьеры. Где исполнителем? Смотри, почему мы начали с курьеров? Потому что в плане квалификации это, наверное, самая простая категория. То есть, в принципе, любой человек, который имеет, ноги. Пешком или да? Да, вот. И, хотя бы как-то минимально коммуницирует. То есть вы начинали с курьеров, получается, как вы их искали?
Просто кинули клич, потому что найти курьеров вообще не проблема. Это даже в 2012. Любой студент, да, для которого одна идея о том, что у него будет стоять приложение, и он будет совершать какие-то не очень сложные действия, и это будет приносить ему деньги. Идеальная конверсия, потому что на протяжении 7,5 лет у нас всегда этот дисбаланс присутствует. У нас всегда исполнителей чуть больше, чем заказчиков. Поэтому мы при запуске и новых вертикалей, и новых городов мы всегда сначала накачиваем базу исполнителей, а потом уже приходят заказчики. Потому что если будет обратная ситуация, то она напрямую повлияет на ретеншн, на частотность, на LTV, а бизнес-модель любого маркетплейса – это всегда очень низкомаржинальная история. Ты всегда зарабатываешь на заказчике не с первого заказа. Если вы придумали маркетплейс, где доход с первого заказа превышает стоимость его привлечения, и это какая-то масштабируемая история, не история про 10 заказов в день, просто вы будущий миллиардер, потому что это какой-то уникальный, исключительный случай. Есть такие в мире? Мне кажется, Airbnb сейчас зарабатывает с первого заказа. Ну, как вы тогда привлекали именно заказчиков в 2012-м, и как сейчас будете делать в условной Самаре? Было два направления – SEO и крауд. Я был такой, да и сейчас существует сайт Лепрозорий, Лепра, так называемый. Вот. И я был активным участником этого комьюнити. Вот такое интересное комьюнити. Да, там было несколько подлепр, где можно было пиарить свои проекты, брать обратную связь. И на Лепре мы искали и первых разработчиков, и заказчиков. Я раздавал там промокоды, говорил, чуваки, вот мы сделали продукт, кто хочет потестировать, я накину на счет по 1000 рублей, дайте обратную связь. Первые 200 человек, это были люди, которых мы привели. Сами, да. Вот. И у нас сразу же с первых дней начала расти органика и виралка, потому что люди начали делиться, рассказывать, просто делиться, писать. Ничего не передавали друг другу. Вы не делали Uber историю, когда... никаких у нас не было. 50 рублей. У нас до сих пор нет рефералки, да. Партнерку вы не хотели никогда запускать? Нет, почему? Нет. Ну, там тоже есть определенные ограничения юридические, да, на выплаты. Вот. Ну и плюс у нас даже до сих пор нету вот этой системы нормальной. А если делать как Airbnb, внутри оставлять деньги? Сделки без риска. Но если внутри оставлять деньги, они же тоже позволяют привлекать людей. Если там кто-то что-то поехал, $100, тебе на счет, который ты можешь потратить в их же сервисе. Да. Почему вы так никогда не сделали? У нас никогда не было ликвидности внутренней валюты достаточно для того, чтобы она просто создавала ту ценность, ради которой люди готовы накапливать эти деньги. И была вторая история, что у нас до сих пор, даже когда мы запускаем рекламную кампанию по ТВ, наружная реклама у нас в том году была очень такая большая. У нас даже в этот период времени количество органики, которое к нам пришло от нерекламных каналов, превысило количество пользователей, которые пришли от рекламной кампании. Сейчас вернемся к Самаре. Хочу сказать, что у нас тут нет пульта от солнца. Короче, вы, я думаю, в процессе видите, что свет меняется раз 10. Это просто мы сидим в большом зале классном, и солнце реально так гуляет по окнам. Значит, в Самаре сейчас, в данный момент, с вашим брендом, как вы привлекаете заказчиков уже? Исполнителей, я понял, кинули, и студенты побежали. Да. А там дальше разберемся. А потом, когда мы набираем в каждой подкатегории определенное минимальное количество исполнителей, когда мы видим, что все, мы туда уже можем заливать заказчиков, мы делаем рассылку на тех пользователей, которые у нас уже есть, и запускаем диджитал-маркетинг. Ну, там есть небольшой первый месяц пиар, когда мы делаем анонсы с местными СМИ, с местными социальными группами, где-то платно, где-то бесплатно, и это тоже рождает определенный органический эффект. А дальше просто у нас в таргетинге при закупке мобильных приложений добавляется новый полигон в виде агломерации Самары и близлежащих городов. Ну, звучит несложно, честно скажу. С той стороны привлекли люди заказчика, а вот исполнители никак не могут. Какие основные у них проблемы, как ты думаешь? Проблема большинства маркетплейсов все-таки в заказчиках. Потому что исполнитель, он
даже если он не зарабатывает, но он готов потестировать и потерпеть какое-то время. Даже то, что он есть. Да. Как бы это уже... Вот, потому что всегда на рынке тех, кто хочет заработать, их больше, чем тех, кто хочет заплатить. И более того, конкуренция за заказчика, она огромная, потому что мы конкурируем и с сервисными компаниями. Мы конкурируем и с досками объявлений, мы конкурируем и с рекламой на асфальте, и с объявлениями в подъездах, и с другими агрегаторами. И что самое ужасное, мы конкурируем с компаниями, которые очень плохо делают интернет-маркетинг, они врываются, например, в систему контекстной рекламы и начинают просто по дорогим ставкам раскачивать аукцион. Мы-то понимаем, что через месяц у них закончатся деньги, и, скорее всего, тесты прекратятся. Но одна ушла, пришла новая, и постоянно на рынке есть кто-то, кто очень сильно влияет на аукцион. И поэтому за заказчика самая большая проблема любого маркетплейса – это маркетинг, это привлечение пользователей. Я еще не видел ни одного маркетплейса, который бы загнулся просто потому, что там был ужасный продукт. Ужасный продукт, MVP, который не работал, где все ломалось. У нас, я до сих пор юду считаю неким MVP. Как бы вот это странно могло не звучать, но мы до сих пор сделали сильно меньше того, что мы должны сделать. Но я видел огромное количество классных продуктов, но сервисы загибались раньше, чем они смогли привлечь деньги, либо раньше, чем они смогли включить монетизацию. Просто потому, что люди вообще не имели никакого представления, как это будет работать. Какой бюджет на выход в условную Самару на маркетинг? Он может быть 0, может быть $1000, может быть $10 000. Все зависит от того, если у тебя нет ничего, Давай если у тебя нет продукта. Последний ваш город. Окей. Последний ваш город. $1 000 000. $1 000 000 сейчас, и, например, если бы я 7 лет назад запускал Самару, это были бы абсолютно разные деньги. Потому что сейчас продуктово во мне уже очень много того, что очень сильно удешевляет мой выход в Самаре. Начиная от базовой первой конверсии, первой сессии, конечно, сейчас она у меня сильно лучше, чем она была. Сейчас мой бренд awareness, если в Москве, например, узнаваемость юду порядка 60-70%, это замер второго квартала текущего года. Это очень круто. Очень круто. А в регионах он на уровне 15-20%. Но тем не менее. Но когда мы запускались в Москве, мы начали мерить его, по-моему, только в 3-м году первый раз померили. То есть, понятно, какое-то время он был 0, потом, я думаю, очень долго рос до первых 10. И, конечно, когда ты выходишь в регион, и про тебя уже каждый 4-й, каждый 5-й житель знает, либо где-то слышал. И одно дело, когда ты запускаешься, труднопроизносимое название, которое даже выговорить сложно и правильно прочитать. Вы делали рекламу на телеке, офлайн рекламы много. Да мы все пробовали, слушай, все пробовали. Сколько это стоило, для чего вы это делали? В какой-то момент ты упираешься, ты не можешь закупать больше пользователей через те каналы без увеличения Customer Acquisition Cost. И для того, чтобы увеличить охват, ты просто пересчитывая, сколько тебе стоит один контакт в интернете и сколько он тебе стоит на ТВ, получается, что реклама по ТВ в плане охватных показателей. Охватных это очень важно, потому что ошибочно мерить компании по ТВ в перформанс-показателях, когда ты открутил на 100 миллионов рублей за месяц ТВ, потом посчитал прирост, что-то как-то получилось очень дорого. Нет, ТВ это очень длительные инвестиции, очень большие инвестиции, и они сначала формируют некие показатели охвата, узнаваемости, а учитывая, что Юдо это такой бренд, не бренд, а продукт, которому очень важно набрать определенную частоту контактов клиента с брендом. У нас, если не брать контекстную рекламу, у нас почти нет ни одного канала, который бы позволял эффективно в холодную пользователя сразу таргетировать и конвертировать в заказ. Потому что очень сложно, например, рекламируя себя через MyTarget, таргетироваться на тех, кому прямо сейчас нужна доставка, либо нужна уборка. Нереально. А это только контекстная реклама. И у нас, когда мы начали делать мультиканальную атрибуцию, когда мы поняли, что, кажется, пользователь должен какое-то время прокоммуницировать в разных каналах с брендом, увидел баннер, прочитал какую-то статью, увидел ролик на YouTube либо на ТВ, и после этого его триггерит
Кажется, это прикольное приложение. Как там Юду, пойду поищу ее в App Store. Одним из каналов оказался офлайн в виде наружной рекламы, в виде телевизионной рекламы. Сколько потратили денег? Я не могу говорить, но это сотни миллионов рублей. Нам нет необходимости постоянно висеть на ТВ. Поэтому вот сейчас наша стратегия – это раз в год проводить рекламную кампанию, чтобы повысить, либо не понизить вот тот уровень узнаваемости, который сейчас у нас есть, и чтобы поднять конверсию в других каналах. Потому что, когда ты запускаешь рекламу по ТВ, ты автоматически уменьшаешь стоимость привлечения пользователей в диджитал-каналах, просто потому что люди видят тебя, и у тебя улучшается CTR, неважно, это медийка, неважно, это контекст, и это очень хорошо влияет. По SimilarWeb почему-то, опять-таки, ты уже сказал, что по SEO-шке там они ошибаются, но там у вас большой канал email. E-mail – это самый лучший, самый дешевый, если мы говорим про веб-трафик, инструмент для возврата пользователя. Учитывая, что сейчас 70% заказов у нас идут с мобилок, а 30 же? Из 30, там, плюс-минус 10-15% это SEO, то есть, да, которые никогда не перекочуют сюда. Вся аудитория, которая у нас есть в вебе, она возвращается очень хорошо email-маркетингом. Вся аудитория, которая у нас есть в мобайле, она возвращается и имейлами, и пушами. И у нас отдельная команда, и в направлении исполнителей, и в направлении заказчиков, которые занимаются только ретеншеном, у которых все там OKR и все метрики ключевые, они связаны либо с доходностью на вторую оплату, либо с конверсией во второй заказ, либо с lifetime value на однолетних, двухлетних или трехлетних когортах. А цифры ретеншн скажешь? У нас в среднем около 2,5 заказов делает один заказчик ежегодно. Мы считаем это мало, но в плане бенчмарков относительно других сервисов это очень круто. Относительно других, это, например, американских, там, то есть ваших прямых конкурентов, да, там. Да. Есть амбиция выйти туда? Пока кажется, что мы к этому не готовы, просто потому что, чтобы ты понимал, рынок, на котором работает Юду, он в 3 раза рынка, на котором работает Uber и Яндекс.Такси. Он в 2 раза больше рынка, на котором работает Airbnb. Он в разы больше рынка e-commerce, за который сейчас в России, если российский рынок порядка e-commerce около 1 триллиона, то рынок бытовых услуг это около 5 триллионов. И кажется, по сути, 2 компании, которые этим занимаются... Компаний много, но прям лидеров нет. Вот конкретно лидер, который бы хотя бы имел долю 5-10%. Нет. Если вот всех собрать, всех агрегаторов больших, маленьких, каких-нибудь там коллег, MVP-шек, которые только-только запускаются, я думаю, мы суммарно не дотянем все вместе даже до 10%. Мне важно быть номер 1 в России в этом направлении. Кажется, Уилл Смит говорил, что если мы встаем с тобой на беговую дорожку, то у меня есть только 2 варианта. Либо я добегаю первым, либо я умираю. Доли вы раскрываете со своим партнером, Алексеем? Ваши? Мы доли не раскрываем, но у нас, если по-простому, то половина компании принадлежит команде, в которую входят доли фаундеров и доли option pool, который распределен на менторов, ключевых сотрудников, и еще часть нераспределенных на мотивацию будущих поколений. Но они уже их получили, опционы? Или не все, нет, у всех по-разному. То есть, окей, спрошу по-другому, минимальное количество времени, которое человек в проекте? Вообще не влияет. То есть он может получить завтра, он может завтра прийти и получить? У нас таких примеров нет, но я точно знаю, что если я буду привлекать какого-то C-level сотрудника, условно, не знаю, искать себе замену. Опыт, экспертиза и знания, которые мне нужны для того, чтобы этот человек развивал эту компанию, они таковы, что, получив их, он уже точно решил все свои материальные потребности, и, скорее всего, до конца жизни он уже может не работать, потому что у него есть сбережения, инвестиции, что-то еще. И с такими людьми невозможно договориться без equity об их личном интересе. Экспертиза, которой тебе лично не хватает сейчас на позиции? Стратегия. Возможно, чуть меньше это финансы. И я скажу еще HR, но не в плане, что я ощущаю недостаток знаний. Скорее, это то направление, где ты не можешь
Стать лучшим? Стать лучшим, да. То есть ты постоянно должен развиваться, постоянно. На 50% все, чем я занимаюсь в компании, это так или иначе связано с людьми. И, наверное, на оставшиеся 50 я немножко продакт-менеджер и немножко менеджер по маркетингу, вот я бы так сказал. А сколько процентов общения с инвесторами? У вас их много? А у нас разделение с партнером, если по-простому, вот все, что в офисе, все, что связано с командой, с продуктом, с маркетингом, это моя компетенция. И некий внешний фронт – это Леша. У него, наверное, процент 60-70 – это invest, relationship, partnership. Я знаю то, что у нас будет происходить там, в ближайшие полгода-год, и не знаю ничего, что будет через год. А Леша вообще не понимает, что происходит сейчас, да, но он точно знает, как компания должна выглядеть там, через 3-5 лет. Твоя инвестиция thelocals.ru – это инвестиция или только менторство? Деньги ты туда давал, попроще спросить? Мы туда вошли как раз вот партнерами юдушными. Мы просто помогли Жене выкупить его партнеров, вот, и, собственно, стали партнерами по участию в акционерном капитале. И, опять же, почему Locals? Я не инвестирую, я считаю, что вообще... Во-первых, у меня нет денег для этого. То есть ты инвестициями не занимаешься? Я не занимаюсь, но даже не потому, что у меня нет денег для инвестиций. То есть, наверное, я бы мог там какие-то ангельские инвестиции делать. Просто потому, что я считаю, что бизнес-ангел – это отдельная профессия. Потому что для меня очень важен фокус. Поэтому я не верю в серийное предпринимательство как класс людей. В историю, когда у человека там 25 бизнесов, здесь я партнер, здесь я коуч, тут я ментор, тут я операционный директор, тут кто-то еще, и я везде успешен, и вот везде я показываю, снимаю, а еще у меня есть курс, как я все запустить 25 проектов, да, быть успешным, отдыхать. Я в это и не верю, и не хочу верить. На последнем Founders там один из предпринимателей рассказывал, что в процессе вот некого кризиса, который у него там длился полгода, у него там выпало несколько зубов. Ну, просто потому, что он настолько сильно был в процессе, в работе, и он заканчивал там в 11-12 ночи каждый день, он не мог сходить к стоматологу, что у него начали болеть зубы, и просто в какой-то момент у него выпали. Сейчас он рассказывает это там спустя 10 лет с улыбкой. У каждого предпринимателя есть подобная история. Ну, либо если, может быть, у людей, которые только приходят в бизнес, она пока не пришла, но там нет никаких иллюзий. И как раз-таки моя основная претензия к инфопредпринимателям, к тем людям, которые, не имея каких-то больших, или небольших, а понятных продуктов и бизнесов, которые рассказывают другим людям, как зарабатывать, у меня основная проблема скорее к программам этих людей, когда они говорят, что чувак, это так просто. Неважно, это видео, email-рассылка, либо просто какой-то личный коуч. Типа, все, берись и делай, все, встань, иди, давай, это фигня. Но тем не менее, все ты недавно постил фоточку, за которую наши общие знакомые тебя там нормально критиковали. Я даже не хочу, с именами говорить. А у меня вообще в этом плане нет никаких предпосылок и претензий к людям, вот из разных фронтов, потому что там, с одной стороны, есть там Так ты согласен люди... с точкой зрения, которая была преобладающей в комментариях? Нет. Окей. Гаджеты. Так. Что у тебя постоянно в коннекте с тобой? Все, что называй. Аура есть. Это кольцо, это, по сути, это обычный смарт-браслет, но в отличие от большинства браслетов, которые мы носим на руках в виде часов, она гораздо лучше прилегает к телу и очень круто считывает показатели. И особенность конкретно этого продукта в том, что оно помогает лучше спать. Что еще с гаджетов? Apple Watch. AirPods? Да, AirPods, да, обязательно. Mac, телефон, Apple TV. Самый трэш, который случился, одна история между заказчиком и исполнителем. У нас есть целый класс трэшовых историй, это когда предлагают расплатиться сексом за услуги. Нам звонит мужчина, очень злой, возбужденный, и требует выдать данные курьера. И выясняется такая история, что он для своей жены, или девушки, не знаю, заказал доставку цветов. Но курьер, который доставлял цветы, он, собственно, подарил еще счастье девушке, да, помимо цветов, вступив с ней в какую-то связь. И
И как бы он перевыполнил задание, получается. То есть этот хотел бонус, да, может, докинуть, и этот мужчина звонит, говорит, я вот только цветы просил, не надо было ничего делать, типа, да, дайте мне этого человека. А как он узнал? Я не знаю. Не орал в трубку, не да? знаю детали. Букет доставлен, задание выполнено. Чувак, разбирайтесь сами, мы отзыв менять не будем. Была история, когда девушка регулярно создавала очень странное задание, типа доставить пакетик вискас, пачку парламента и типа, бутылку пива. Прям по пятницам. Стабильно, вот просто плюс-минус одно и то же. И тут от нее приходит негативный отзыв на курьера, и отдел поддержки уже как бы знал этого заказчика, и удивляемся, что случилось, потому что все всегда четенько, каждую неделю. А отзыв негативный. И они звонят женщине и говорят, в чем проблема? Она говорит, вот ко мне приехал там тоже курьер, вот он у меня там 2 дня жил все выходные, мы там с ним спали, я его кормила, и вот в понедельник он поехал на работу от меня, и эта сволочь спросила про 500 рублей за доставку. Конкурс. Мы с тобой решили, что приз будет встреча с тобой, правильно? Да. Да. На сколько времени, решишь сам уже там, обед какой-то? Пообедать без проблем. Без проблем. Только, в Москве. Да. Либо я периодически бываю, да. Смотри, по встрече, там, где ты будешь, где тебе будет в первую очередь удобно, если не получится, то по скайпу. Окей? Если там несколько раз не состыкуетесь. Механика стандарт. В комментариях здесь на ютубчике можно задавать вопросы. Можно задавать не 1, 2, 3, какие угодно. Что касается продукта, не знаю, маркетплейса. Я бы сократил, давай что-нибудь про бизнес, да? Однозначно. Вот, чтобы и мне было интересно поотвечать. Это вопрос, который, я буду выбирать по такому принципу, может, он будет не самый интересный со стороны казаться, но этот вопрос, на который, я надеюсь, мне еще не задавали, я на него не отвечал, потому что я очень люблю отвечать на вопросы, которые, заставляют задуматься. Вот. Так что любой вопрос, связанный с бизнесом, это может быть даже не бизнес-юду, это может быть просто какой-то совет или как быть в какой-то ситуации, если вы считаете, что я могу в этом помочь. Вот. Мне будет очень приятно, если для меня этот вопрос тоже будет сложным, интересным, чтобы я подумал на него и при встрече дал какой-то ответ, который бы был для вас ценным. Супер. В целом, ты давай пройдешься, как мы говорили уже, на видео снимешь вопросы, которые тебе понравились. Может, я надеюсь, что их будет не один, который тебе понравится, а уже из этих, на которые ты и так ответишь, один скажет, что вот это выиграл. Да. Окей? Окей. Снизу будет дедлайн. Все в комментариях. Лайк, подписка, если не подписаны, колокольчик. Все это ютубовские ритуалы. Не забывайте об этом. Пока. Спасибо тебе. Было круто.